Знаете ли вы, что самолет нашего президента с недавнего времени перед любым вылетом проходит экстрасенсорную проверку? У нас в студии человек, который производит этот контроль. Григорий Петрович Гробовой. Человек, чьи способности не ограничиваются только этим. Если не секрет, как вы это делаете и что вы ощущаете, когда вы это делаете? Если говорить как, то я подхожу, исходя из какой-то концепции спасения людей просто. То есть я настраиваюсь на спасение людей. В принципе, это обычный вариант, так сказать, акцентации внимания на то, что их надо спасти. Каким способом? Дальше уже идет то, что называется экстрасенсорным, восприятием, сенсорикой, в этом роде такие понятия, реализовываются. И если говорить конкретно о себе, то я, вижу это, конечно, в кавычках, рассматриваю структуру полную самолета и могу указать по схеме, где дефект. И говорить как, скорее здесь надо понимать, что речь идет о спасении людей, и это делается из желания их спасти. Дальше уже созревают какие-то конкретные методы на уровне просто мыслительного процесса. Ваши способности распространяются только на авиационную технику или они безграничны? Вы знаете, я как раз хотел сказать, что понятие катастрофы для меня это понятие, прежде всего, то, что что-то, что связано с катастрофой, может принести вред человеку или, понизить его безопасность. Поэтому я работаю, вообще говоря, на спасение людей и не обязательно, к примеру, в профилактике каких-то летных происшествий. Для меня, например, рак, если это считается болезнь неизлечимая, это то же самое, что и катастрофа, для конкретного человека. Я, кстати, не разделяю катастрофу одного человека или, предположим, более общий план, когда много людей. Поэтому я стараюсь спасать там, где это можно. И поэтому, кстати говоря, когда я занимаюсь проблемой излечения рака, 4-й степени, и, в этом случае я подхожу, вообще говоря, в общем. То есть я всегда распространяю результат на то, что, если рак показать, что он излечится, действительно так, то можно убрать понятие фатальности вообще с проблемы раковых заболеваний, или каких-то иных, которые считаются неизлечимыми. И тем самым решить, я считаю, в принципе, вопрос более глобальный, вопрос безопасности, в том числе ядерной безопасности, потому что существует такой момент, что это повод и для терроризма, наличие неизлечимых заболеваний, и повод, скажем так, нажать кнопку тогда, когда не следовало бы, если бы человек знал, что все-таки все в мире преодолимо и нет фатальных каких-то, например, заболеваний. А что касается катастроф технических или природных, для нашей программы вы можете специально для нашей программы сделать прогноз на будущую неделю, что будет происходить в мире? Я хотел бы сразу отметить, что у меня прогноз профилактического характера, то есть я даю с учетом тех сведений, которые будут получены здесь и как они будут распространяться, рассматриваю, вперед ситуацию, как они будут вообще реализованы. И поэтому, исходя из этого, специально для вашей программы я даю прогноз на следующую неделю. 23 сентября 1995 года нужно локализовать химически вредный и экологически опасный выброс в атмосферу на севере Японии, это город Мияко есть такой. Это то, что сказано по миру на этот период. То, что касается, например, я могу взять железные дороги СНГ, то здесь, в южной железной дороге, Донецкой области, там есть такая станция Штормова. В районе этой станции, на северо-запад, я думаю, следует железнодорожный путь просмотреть с целью того, чтобы предотвратить будущее, например, крушение. Переходя еще более локально, например, на Москву или Подмосковье, я могу сказать, что 24 сентября 1995 года особо следует учитывать, что это касается конкретно исполнителей, то есть начальников этих станций и исполнителей, которые там будут ликвидировать какие-то нарушения. Я предлагаю рассмотреть участок, например, метрополитена между станцией метро Китай-город и Третьяковск.
Если идти дальше по линии, например, железнодорожных путей, то это станция, значит, от Ярославского вокзала, я рассматриваю сейчас железную дорогу, и, значит, идущую за станцией Лось, есть такая станция, по-моему, называется Тайнинская. И вот, значит, к северу от этой станции до следующей станции, это, по-моему, нулевая зона. Вот я рассматриваю, что там есть то, что может привести конкретно то, что называется там катастрофе.